Привет, зритель! Ты на канале Red Hyena. Сегодня мы будем собирать эмблемы BSAA для открытия ачивки Badge of Honor. Все, что нужно для получения ачивки Badge of Honor, сбить все эмблемы BSAA. Как я говорила в своем предыдущем видео, их в игре 30. Пройдемся по главам, в которых есть эти эмблемы. В этой главе вы сможете найти 3 эмблемы BSAA. Это первая глава с эмблемами, несмотря на то, что только в 2.1 нас обучают сбивать эмблемы. Эта эмблема находится в самом конце первой локации. Пробежав мимо Маджини-коробочника, поворачиваем направо и залетаем в дом. Но идем не в запертые двери, а в обход. Поднимаемся на 2-й этаж и бежим на балкон перед нами. Данная эмблема находится в той самой локации, где мы должны были по плану скрутить Ирвина, но что-то пошло не так. Поднимаемся на 2-й этаж, поднимаемся по деревянной лестнице, оборачиваемся и смотрим вверх. Эмблема на водонапорной вышке. Открываем дверь, в которую нам не дал зайти Уроборос до этого. И бежим по коридору. После поворота находим в стене отверстие, прикрытое решеткой. Сбиваем эмблему. В этой главе 5 эмблем. Первую эмблему нам тыкают прямо в нос, пропустить ее можно только из вредности. После знакомства с плешкодогами и встречи на мосту мы бежим вниз к канализации, но сперва бросаем прощальный взгляд на мост и сбиваем эмблему у его основания. На рынке находим тир с надписью Charge. Внутри эмблема. Как только прилетит Кирк, сразу же поднимаемся на ближайшее здание. На балконе дома напротив эмблема, но аккуратнее с Кирком, безумец не смотрит, куда палит. В высотном здании доходим до места, где нужно перебросить Шеву на соседнюю крышу. В этом месте позади, вверху, висит эмблема. Три эмблемы в этой главе. Разобравшись с плешкодогами, залезаем на коробки, но не на вагон. Прямо перед вами, на опоре линии электропередач, эмблема. В шахте на навесном мосту смотрим на водопад. Сбиваем эмблему. После побега Ирвина сразу же бежим вперед и поднимаемся по лестнице. На соседнем с его офисом здании эмблема. В этой главе 4 эмблемы BSAA. Есть 2 способа получить эту эмблему. Если у вас есть напарник, то все просто и классно. Подплываем к столбу, который находится прямо по курсу, как мы отплываем от первого острова. И напарник сбивает эмблему. Второй способ для тех, у кого в напарниках бот. Бот не умеет сбивать эмблемы, так что все самим. Подходим к самому краю острова, достаем любимую снайперскую винтовку, у меня это СВД, и пытаемся сбить эмблему на расстоянии. Данная эмблема находится на острове Кур. Эту эмблему также можно сбить 2 способами. Если есть напарник, то просто подплываем к острову сзади. Если у вас бот, то высаживаемся на остров, садимся в лужу и пытаемся сбить эмблему под домом. На северо-западе локации, под крышей дома, нас ждет эмблема. После открытия ворот и экрана загрузки прыгаем в воду и оборачиваемся. Находим дыру в строении, с которого мы спрыгнули. Там эмблема. Тут 2 эмблемы. За палатками Трайсел наша эмблема. После отплытия Ирвина бежим сначала не к Джошуа в первое попавшееся здание. В этой главе всего 1 эмблема.
Эмблема висит на самых первых воротах. Можно скосплеить самого быстрого стрелка на Диком Западе или дождаться остановки. В этой главе 3 эмблемы. Избавляемся от буекичва, они будут мешать. Встаем либо под мост, либо на мост, как вам удобнее. И смотрим направление, откуда мы пришли, и вниз. Сбиваем эту эмблему. Не доходя до пирамиды Солнца, прямо перед ее входом, не спешите спрыгивать с уступа. А ориентиром к пирамиде служит огромный кристалл на ее вершине. Чуть ниже кристалла висит эмблема. Добравшись до зала со статуями богов, поворачиваем направо, затем налево, прыгаем. Слева от вас над зеленой статуей будет эмблема. В этой главе одна эмблема. Чтобы получить доступ к этой эмблеме, нужно будет сперва решить загадку. Вот так. В комнате с буекичва над входом с внутренней стороны висит эмблема. В этой главе тоже только одна эмблема. В солнечном саду бежим вправо, до упора. Под мостом эмблема. Тут тоже одна эмблема. Прорвавшись и спустившись к неработающему конвейеру, идем к мусорным контейнерам. Внутри эмблема. Это самая противная эмблема. Играя за Криса, можно поймать ракурс, стоя впритык любым оружием. За Шеву же эту эмблему можно сбить только с помощью зеленой гранаты, либо длинным луком. Сбить эмблему на расстоянии даже не пытайтесь, у нее плохо прописан хитбокс. 3 эмблемы в этой главе. Выходим из помещения и смотрим на вентиляцию. За лопастями эмблема. Эмблема находится в помещении с вращающимся лифтом. Но не запускайте лифт, поднимите голову вверх и поищите эмблему глазами. После лифта вы окажетесь в руинах. Внутри лифтовой шахты наша эмблема. Последние 3 эмблемы. После начала уровня бежим к вышке и поднимаемся на самый верх. Возьмите с собой обязательно снайперскую винтовку. Находим противоположную мачту. Если приглядеться, то можно увидеть эмблему. За компанию можно сбить и стоящих там маджини, чтобы не попасть в ловушку. Там, где вы должны были попасть в ловушку, ну или вы уже выбрались из ловушки, стоит открытый контейнер, эмблема внутри. Сбить ее наверняка можно только зеленой гранатой. После встречи с Экселой поднимаем голову вверх и смотрим на шкафчики. Там наша последняя эмблема. Чтобы не пропустить новые видео, подписывайся на канал и нажимай на колокольчик. Спасибо за просмотр и веселого прохождения!